Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Меня невозможно удивить переломом. За 30 с лишним лет в приемном покое я видела людей, которые падали с лестниц, шкафов, табуреток, тракторов, мотоциклов и собственных иллюзий. Я принимала боксеров, грузчиков, пьяных поэтов, поваров с ожогами, сантехников с пробитыми черепами и одного библиотекаря, который умудрился вывихнуть плечо, чихнув в неудачный момент. После такого человеческая фантазия на тему «как сломать себя в быту» кажется безграничной. Но даже я не была готова открыть глаза и обнаружить себя не в ординаторской, а на деревянной трибуне, набитой людьми в шерсти, бархате и совершенно антисанитарных головных уборах. Сначала я решила, что это чья-то идиотская историческая реконструкция. Потом увидела арену. Внизу два всадника неслись друг на друга с такими копьями, словно собирались не заработать ушиб, а пробить дыру друг в друге. Толпа вопила от восторга, а рядом со мной толстая дама в чепце прижимала к груди платочек и шептала молитвы так, будто знала заранее. Сейчас кого-нибудь раскроят. Я тоже знала это заранее. «Снимите их с этого», — сказала я вслух, еще надеясь, что кто-то здесь способен мыслить. «Иначе собирать будете по частям». Никто не отреагировал. Глашатай внизу взмахнул рукой, трубы заревели, лошади ударили копытами, и два взрослых идиота в железе пошли на таран. Первый удар был такой силы, что у меня в зубах отозвалось. Одно копье разлетелось в щепки, второй рыцарь вылетел из седла, как пробка из бутылки. Первый покачнулся, удержался, а потом попытался поднять руку, и я по характерному неестественному углу локтя поняла, что там минимум тройной перелом. Толпа ахнула, музыканты почему-то заиграли еще торжественнее. Священник в белом затянул псалом. Я встала. «Да вы совсем тут!» Договаривать я не стала, только потому, что рядом сидела девочка. «Безмозглые!» Толстая дама посмотрела на меня с ужасом. «Мадам, это священный турнир!» «Священным у вас сейчас станет отделение травматологии», отрезала я и полезла через скамьи вниз. Когда человек 40 лет ходит по больнице быстрым шагом и с лицом, на котором написано «отойди, если хочешь жить», толпа расступается инстинктивно. Они тоже расступились. Я спрыгнула с последних ступеней, едва не подвернув ногу на юбке какой-то особенно богатой гражданки, вылетела на арену и первым делом заорала. «Не двигать пострадавшего!» Все застыли. Вот что значит правильно поставленный голос. Этим голосом я когда-то останавливала драки родственников, пьянь на каталках и молодого хирурга Вадика, который хотел быстренько сам вправить. Теперь им же остановило человек 200, включая конюхов, монахов и одного трубача. Рыцарь, который улетел с седла, лежал на спине, хрипел и пытался подняться. Шлем был вмят, правая нога подогнута под странным углом. «Лежать, сокол мой», — сказала я, опускаясь рядом на колени, «если тебе еще дорога твоя спина». Он замычал что-то героическое. «Молчи, потом будешь геройствовать». Я быстро осмотрела зрачки через щель шлема, проверила шею, грудную клетку. Судя по дыханию, ребра, возможно, ушиб легкого. И нога очень плохо. Второй пострадавший сидел в пыли и глупо смотрел на свою руку, словно видел ее впервые. «Эй, вы!» — крикнула я в сторону ближайших разряженных бездельников. «Носилки, воду и чистую ткань! Быстро!» «Вы кто такая?» — возмутился высокий мужчина с цепью на шее. Я обернулась на него так, как смотрят на человека, решившего обсудить должностную инструкцию посреди реанимации. Я единственный человек на этой арене, который сейчас не путает кость с молитвой. Этого хватит?
Ему хватило. У края поля стоял Герольд с длинным расписным знаменем. Я подлетела к нему, вырвала древко из рук и одним движением сломала колено на две части. «Это государственное имущество!» – пискнул Герольд. «Теперь это шины», – ответила я. «Поздравляю, ты, наконец, принес реальную пользу обществу». Я разорвала чью-то белую накидку на полосы, зафиксировала руку второму рыцарю и перешла к ноге первого. Здесь уже собралась толпа советчиков. Священник, какой-то старик с мешочком на поясе, пахнущий чесноком, и несколько дам в полуобморочном состоянии. «Не трогать», — сказала я. «Надо возложить мощи», — заявил старик. «Надо заткнуться и держать ему голову ровно», — сказала я. «Вы, мальчик, сюда. Да, ты, не хлопай глазами. Держи ему голову». Мальчик побледнел, но подчинился. Я работала быстро, привычно, как будто вокруг не было ни бархатных плащей, ни лошадей, а только обычный хаос дежурства. Паника везде одинаковая. Люди, кстати, тоже. И в коронах, и в ватниках одинаково теряют разум при виде крови. Минут через 10 оба пострадавших были хотя бы как-то стабилизированы. Один лежал зафиксированный, второй держал руку на импровизированной шине и смотрел на меня так, будто я лично спустилась с небес. «Жить будете», — сказала я. «Но если вас снова выпустят колоть друг друга, я сама вам ноги переломаю». Тут толпа, наконец, зашумела. Кто-то закричал, что я ведьма, кто-то, что святая, кто-то спросил, как можно спасти племянника, который вчера просто неудачно упал с бочки. Мужчина в бархатном камзоле с цепью подошел ближе и спросил: «Сударыня, вы лекарь?» Я вытерла руки о чью-то роскошную вышитую скатерть, которую они уже зачем-то успели принести вместо бинтов, посмотрела на арену, где еще 5 минут назад все называлось праздником. «Нет», — сказала я ваше коллективное наказание за халатность». И в этот момент я поняла, что влипла. Потому что если уж я где-то оказываюсь рядом с переломом, то тихо уйти мне не дадут. За кулисами турнира творилось то, что на цивилизованном языке называется бардаком, а в моем — естественным состоянием человечества без старшей медсестры. Меня привели в длинный шатер, где на соломе в повалку лежали стонущие рыцари, оруженосцы с разбитыми носами, один арбалетчик с пробитой ладонью и два повара, умудрившиеся ошпариться супом. «Это у нас лазарет», — с гордостью сказал мне молодой паж. Я оглядела лазарет. Из медицинского там было ничего. «Это у вас склад будущих осложнений», — сказала я. «А лазарет мы сейчас сделаем». Первым делом я выбрала себе людей. Не по титулам, а по выражению лица. Если человек смотрит на раненого и не падает в обморок, уже полезен. Если при этом еще умеет бегать и молчать, золотой фонд. Ты и ты, ткнула я пальцем в 3 оруженосцев. Отныне санитарная бригада. Тот высокий на воду, ты рыжий на чистую ткань. А тот, кто все время моргает, ко мне. Будешь держать, таскать и не рассуждать. «А почему я?» – пискнул моргающий. «Потому что ты еще не успел меня разозлить». Он сразу приободрился. Люди странные. Когда им не оставляют выбора, они почему-то начинают считать это доверием. Главная проблема была в доспехах. Под железом можно скрыть благородное происхождение, лишний живот, но оказывать помощь сквозь него нельзя. У меня на соломе стонал здоровенный мужчина с подозрением на вывих бедра и перелом таза, а добраться до него мешала куча железной бравады, пристегнутой ремнями, пряжками и какой-то средневековой манией к заклепкам. «Снимайте», — сказала я. 4 мужчин попытались, ничего не вышло. «Быстрее!» — рявкнула я. «Госпожа лекарь», — осторожно сказал один. «Это рыцарские латы тонкой ковки. Их нельзя просто так». «Можно. Еще как можно. Где кузнец?»
Кузнеца привели через 5 минут. Это был широкий, чернобородый человек с руками, которыми можно было сплющить яблоко вместе с червяком. Он посмотрел на доспех, потом на меня. «Резать?» – спросил он. Наконец-то профессионал. С помощью клещей, молотка, зубила и такой-то матери мы вскрыли рыцаря как консервную банку. В процессе пациент орал, оруженосцы крестились, а один дворянин у входа шептал, что это кощунство. Когда, наконец, добрались до бедра, стало ясно. Вывих, ушиб, но, хвала анатомии, не перелом шейки. Я приказала принести побольше ткани, заставила 2 держать таз, 1 здоровую ногу, еще 2 плечи. Учитывая размер пациента, я чувствовала себя не травматологом, а бригадиром на разгрузке паровоза. «По моей команде», — сказала я. «И если кто-нибудь отпустит, я его сама вправлю». Рывок, хруст, крик. Потом тишина. Пациент заморгал, выдохнул и неожиданно сказал: «О, отпустила». «Конечно, отпустила», — ответила я, вытирая лоб. Сустав вообще любит находиться там, где его задумала природа. К вечеру у меня уже была почти налаженная система. Отдельно лежали тяжелые, отдельно те, кто больше шумит, чем реально пострадал. Последних я не люблю особенно. У них на пальце царапина, а они кричат, как при ампутации. А настоящий тяжелый лежит молча и только белеет. Этот закон одинаков и в каменных замках, и в городских больницах. Пришел местный распорядитель турнира. Лощеный, пахнущий ладаном и деньгами. «Сударыня, вы творите тут нововведения?» «Я творю сортировку пострадавших», — ответила я. «Если хотите, могу творить медленнее, и тогда к утру у вас будет на 10 покойников больше, но зато без нововведений». Он помолчал и спросил: «Вам что-то нужно?» Вот это был правильный вопрос. Вода, кипяток, свет, ткань, уксус или крепкий спирт. Ножи прокалить, солому сменить. И не пускать в шатер всех подряд. И найти человека, который умеет писать. Писать? Да, будем вести учет. Кто, что, когда и чем приложился. Это обязательно? Обязательно. И еще мне нужен колокол. Зачем? Чтобы созывать всех этих ленивых орлов, когда я ору. У меня голос, конечно, хороший, но ресурс не бесконечный. Через час у меня были вода, столы и мальчишка-писарь, которым кривым почерком выводил имена раненых на кусках пергамента. А еще через 2 часа первая очередь аристократов, требующих особого отношения. «Этот господин сын графа», — шепнул мне Паш. Я, не поднимая головы, накладывала повязку на рассеченный лоб. «А этот?» — ткнула на соседнего, у которого кисть висела, как вареная. «Сын мельника». «Перевязывать буду всех одинаково». К ночи я уже стояла посреди шатра, как полководец среди поля боя, и понимала простую вещь. Если дать людям четкие команды, они работают. Даже если вчера они считали, что открытый перелом лечится пением. Главное — не дать им времени думать. «Рыжий!» — крикнула я. «Не зевай! Это не театральное представление. Ткань сюда!» «Ты, графский сын, не пытайся красиво страдать. Это очень мешает. Следующий!» И когда под утро ко мне подошел тот самый кузнец и уважительно сказал: «Госпожа лекарь, если что-то еще резать, зовите». Я впервые за весь этот дурдом почти улыбнулась. «Позову», — сказала я, — «и чувствую, ты мне еще пригодишься». «А я чувствую, что вы, госпожа, сумеете построить из этого крика и железа порядок». Я посмотрела на храпящих рыцарей, кровавые бинты. «Не порядок», — сказала я, — «а травмпункт». И если судьба решила закинуть меня в эпоху, где люди сначала ломают друг друга копьями, а потом поют над этим псалмы, то ладно, и я сделаю из них пациентов.
На следующее утро мне представили местного главного лекаря. Вошел он так, будто не в шатер с 20 ранеными, а на собственное коронование. Длинная борода, перстни на пальцах, на груди мешочки, пузырьки, амулеты и сушеный корень неизвестного происхождения. «Я мастер Готфруа», — сообщил он, — «придворный медик при дворе его величества». «А я Ольга Васильевна», — ответила я, — «дежурный кошмар всех, кто лечит грязными руками». Он посмотрел на меня, на людей в перевязках, на кипящие котлы с водой и на стол, где я велела раскладывать прокипяченные инструменты, и сморщился. «Зачем столько воды?» «Руки мыть». «Перед лечением?» «Особенно перед лечением». «Но руки лекаря священны». «А грязь на них тоже?» Оруженосцы за моей спиной сдавленно фыркнули. Готфруа не оценил. Он подошел к раненому с открытым переломом голени, заглянул в рану и торжественно вытащил из мешочка сероватый порошок. «Пыль из святого склепа», — объявил он, — «останавливает тление и изгоняет злую порчу из плоти». «Уберите это», — сказала я. «Сударыня, вы не понимаете древнего искусства». «Я понимаю, что если вы сейчас насыплете в открытую рану землю, человек умрет от заражения, а древнее у вас тут только невежество». Он надулся, как индюк. «Вы оскорбляете науку». «Это не наука, это преступная самодеятельность с религиозным уклоном». Он все-таки попытался всыпать порошок. Я перехватила его руку, забрала мешочек и, недолго думая, приложила им его по уху. Не сильно, но выразительно. Шатер замер. Если вы еще раз потянетесь к моим пациентам с мусором, получите по второму уху для симметрии. А теперь шаг назад и смотрите, как делают люди, которым потом не стыдно за результат. Мне нужен был показательный процесс. Такой, чтобы самые тупые поняли, не молитва зашивает кожу, а ровные руки. Пациентом оказался молодой рыцарь с глубоким рваным порезом на предплечье. Рану вчера кое-как стянули грязной тряпкой, и еще сутки началась бы такая красота, что потом хоть отпивай, хоть соломой обкладывай. Я велела принести кипяток, спирт, чистую ткань и иглу. Иглу пришлось прокалить и согнуть так, как нужно. Нитка была дрянь, но лучше, чем ничего. Пока я готовилась, говорила громко, для публики. Смотрите и слушайте. Если грязь попала в рану, ее не благословляют, ее убирают. И если ткань прилипла, ее не отдирают на сухую, а отмачивают. И если хотите, чтобы человек жил, надо думать не о торжественности процесса, а о том, что внутри у него мясо, кровь и микробы, которых вы не видите, но которые очень любят ваш бардак. «Ну что такое микробы?» — пискнул писарь. «Ваше будущее просвещение», — бросила я. Промыла, очистила, зашила. Шов вышел не идеальный. В полевых условиях и при таком освещении это вообще роскошь, но крепкий, чистый и аккуратный. «Вот», — сказала я, показывая руку собравшимся. «С этим можно выжить и даже снова махать мечом. А через присыпание пылью только красиво гнить». Готфруа посерел. «Это богохульство». «Нет, милый мой, это асептика. До слова вам еще жить и жить, а принцип я вам уже объяснила». Потом я провела маленькую, но очень важную реформу. Нашла трактирщика, который прятал бочку крепкого зернового пойла для особо дорогих гостей турнира, и конфисковала ее в пользу медицины. Он плакал. «Это же лучший напиток в округе!» «Теперь это лучший антисептик в округе», — сказала я. «Народ оценит». «Но чем же люди будут запивать жаркое?» «Болью взросления». Я заставила всех, кто работает с ранеными, мыть руки этим спиртом. Сначала они морщились, потом привыкли. Пажи даже начали соперничать, у кого руки чище.
К вечеру у меня уже действовал карантин. В шатер не пускали толпы родственников, священников с реликвиями и скучающих дам, желающих поддержать страдальца взором. Больные, конечно, обижались. «Ну, моя супруга принесла мне пирог», — возмущался один рыцарь. «Отлично. Пирог пусть ест сама, а у вас температура». «Но я хочу...» «А я хочу отдельный стерильный блок и нормальные бинты. Однако мы оба сегодня не получим желаемого. Лежим дальше». Вечером пришел барон, важный, носатый, с перевязанной головой и 3 телохранителями. «Я слышал, вы поставили на место нашего придворного лекаря?» «Не на место. До места он еще не дорос. Просто пока подальше от пациентов». Барон внезапно расхохотался. «Вы мне нравитесь, лекарка. У вас язык как боевой молот». «Прекрасно. Пусть это будет единственное, чем я сегодня еще кого-нибудь травмирую». Он ушел довольный, а я села на табурет, глотнула воды и поняла, что за один день успела поругаться с местным медицинским авторитетом, украсть спирт, начать санитарную реформу, ввести карантин и научить подростков мыть руки. В мирное время за такое дают должность заведующей, а в немирное сжигают на площади. Я посмотрела на вход в шатер и подумала, что, вероятно, еще и это переживу. Потому что уж если судьба выдала мне вместо нормальной больницы средневековый дурдом, то хотя бы работать я в нем буду по своим правилам. Аристократы и пациенты – отдельные категории. У простого человека при переломе 2 мысли – больно и спасите. У благородного – больно, спасите и как это выглядит со стороны. Иногда 3 мысль идет первой, и тогда медицина окончательно проигрывает театру. Тот самый барон, который накануне веселился над Готфруа, сегодня сам сидел передо мной на дубовом стуле. Лодыжка у него была распухшая и синяя. «Пустяки», — сказал он, — «я всего лишь слегка подвернул ногу». Я осторожно ощупала сустав, проверила подвижность и посмотрела на него так, как в приемном покое смотрят на мужика, который приехал с торчащей костью и заявляет: «Да я еще на работу хотел после этого заехать». «Пустяки у вас закончились на детских ссадинах», — сказала я. «А здесь трещина и сильное повреждение связок. Ходить нельзя». «Ну, вечером пир в замке». «Значит, пир будет без вас». «Это невозможно». «Нога с вами не согласна». «Я барон Эдгар де Марвиль. Я не могу явиться на пир хромым, перевязанным и в таком виде». «Можете не явиться никак. Будете лежать, это проще». Телохранители за его спиной сделали лица «Сейчас наш господин разгневается». Я даже не подняла глаз. «Мне нужен гипс», — сказала я оруженосцу. «Готово, госпожа». Я кивнула. За эти дни мы успели наладить простейшие повязки из ткани и густой минеральной массы, которая при подсыхании держала форму вполне прилично. Не идеально, конечно, но лучше, чем деревянная дощечка, примотанная ремнем на авось. «Что это?» – подозрительно спросил барон, когда увидел белую массу. «Ваш шанс не превратиться в пожизненно хромающего». «Настоящий мужчина не носит гипс». «Настоящий мужчина, барон, слушает врача, когда кость решила жить отдельно от его понтов». «Сидеть!» Барон сел. Телохранители замерли. Оруженосец уронил ложку. В шатре наступила тишина, густая, как овсянка. А я, не меняя выражения лица, продолжила работу. Обмотала ногу мягкой тканью и начала наносить фиксирующий слой. Барон смотрел на меня с тем потрясением, которое, наверное, испытывают люди, впервые в жизни столкнувшиеся с тем, что их титул не действует. «Вы всегда так разговариваете?» – спросил он. «Только с теми, кто путает характер с отсутствием ума». Он неожиданно усмехнулся. «Моя покойная мать говорила почти так же.
Значит, у вас был шанс вырасти разумным. Не упускайте его. Когда повязка была наложена, я велела принести опору и строго запретила наступать на ногу минимум несколько недель. «Несколько недель?» — взвыл барон. «Да я за это время с ума сойду!» «Нет, вы просто впервые в жизни будете сидеть спокойно и думать. Хотя да, для некоторых это действительно тяжело». Пока он возмущался, в шатер вбежал молодой дворянин с перевязанным плечом. «Госпожа лекарь, там сэр Рено хочет уехать». «Куда?» — не поняла я. «На охоту». «С чем?» «С переломом ключицы», — виновато сказал дворянин. «Ну, конечно, а потом, наверное, сразу на танцы. Ведите». Сэр Рено обнаружился во дворе. Он уже пытался забраться на лошадь. Бледный, потный и с повязкой, которую я накладывала лично несколько часов назад. «Слезть», — сказала я. «Я чувствую себя значительно лучше». «Это потому, что стоите пока на земле и ничего не делаете». «Ну, мои люди ждут». «Ваши люди подождут, а кость нет». «Я не привык, чтобы мне приказывали». «Привыкайте. Это полезный навык для выживания». Он попытался возразить, но в этот момент дернул плечом и побелел так, что дальше спорить стало трудно даже ему. «Больно?» — ласково спросила я. Он стиснул зубы. «Немного». «Замечательно. Вот это и будет вашим личным образовательным пособием на тему «Почему врач не просто так открывает рот?». Барон, которого к этому времени уже вынесли на кресле во двор, подышать воздухом, наблюдал эту сцену и вдруг громко расхохотался. «Рено, друг мой, сопротивляться бесполезно. Она страшнее любого полевого командира». «Неправда. Я просто болею за результат». К вечеру слух о моем командном голосе разошелся по всему замку. Один паж шепотом сообщил другому. «Если ослушаться госпожу Ольгу, она посмотрит, и у тебя все само заживет от страха». Глупость, конечно, но полезная. Лечить в таких условиях приходилось не только травмы, но и мужское самолюбие. Причем второе часто гноилось сильнее первого. Я начала вводить простые правила. Не вставать без разрешения, не снимать повязки, не пить вино с температурой, не садиться на коня при переломе, не трогать швы грязными руками. И не геройствовать, если мозг временно отсутствует. Последний пункт особенно плохо приживался. «Ну я же рыцарь!» — возмущался каждый второй. «А я травматолог», — отвечала я. «И пока вы на моем попечении, ваши доспехи не делают вас неуязвимыми. Они только затрудняют мне диагностику». Ночью, когда стало потише, ко мне снова приковылял барон. «Вы правда считаете, что без этого камня я остался бы калекой?» «Правда». «Тогда благодарю». «Не за что. Моя задача, чтобы вы ходили ровно, а не красиво страдали». «Знаете, лекарка, вы пугаете людей». «Отлично. Страх перед осложнениями – прекрасный воспитательный инструмент». И это было чистой правдой, потому что иногда, чтобы человек выздоровел, мало вправить ему кость. Надо еще вправить мозги. Кузнеца звали Мартен, и он был первым человеком в этом мире, который сразу понял суть моей работы без всяких высоких слов. «Если железка кривая, ее надо распрямить, закрепить и не давать дурню снова на нее садиться раньше времени», — сказал он. «Вот именно», — ответила я. «То же самое, только железка орет». Мы с ним сошлись мгновенно. Его кузница стояла у внешней стены замка. Там был порядок. Свой, грубый, мужской, но порядок. Инструменты на местах, заготовки в штабелях. Подмастерья бегают быстро, по пустякам не ноют. Я к нему пришла с одной палкой от костыля,
которую выдали раненому рыцарю. Посмотрела на это убожество и сказала: «Этим можно либо убить человека, либо довести до второго перелома. Надо делать иначе». Мартен взял палку, покрутил, постучал о пол. «Дуб тяжелый, верх острый, упор плохой. И подмышка потом сотрется до мяса». «А как надо?» Я взяла уголь и прямо на доске набросала схему. 2 опоры, мягкий верх, правильная высота, перекладина под ладонь, чтобы вес уходил не только в подмышку. Он посмотрел на рисунок, потом на меня. «Вы вот это вот сразу так видите?» Я 30 лет смотрю на последствия того, что люди делают не так. Уже начнешь ценить правильную форму. Так началось наше производственное сотрудничество. Первым изделием стали приличные костыли. Не произведения искусства, конечно, но устойчивые, ровные и с мягкими накладками из кожи. Первый экземпляр выдали тому самому барону. Он встал, сделал 2 шага и удивленно поднял брови. «Удобно». Потом были жесткие корсеты для спин, шины получше, опоры для рук, металлические скобы для фиксации деревянных конструкций, носилки с нормальными ручками и даже подобие рамы, на которую можно было бы подвешивать поврежденную конечность. Подмастерья сначала таращились на мои объяснения, а потом втянулись и сами стали предлагать идеи. Однажды я пришла к Мартену с просьбой посложнее. «Мне нужны штифты», — сказала я. «Тонкие, прочные, гладкие, разных размеров». «Для чего?» «Для фиксации костей в сложных случаях». «Это внутрь человека?» «Да». «Вы страшная женщина, Ольга Васильевна». «Я практичная». «А если заржавеет?» «Значит, нужна лучшая сталь из того, что у тебя есть. И полировка. И использовать только там, где без этого никак». Он задумался уже всерьез. «Сделаю», — наконец сказал Мартын. «Но проверять будем сначала не на знатных дураках». «Разумно. Проверим на простых дураках, которые согласны жить». Мы переглянулись и расхохотались. Слух о том, что я хозяйничаю в кузнице, дошел до двора очень быстро. Ко мне явился сенешаль, сухой человек с лицом, на котором было написано «Я родился, чтобы запрещать». «Сударыня», — произнес он, — «не подобает даме проводить столько времени среди кузнечного люда». «А где подобает? Среди тех, кто вместо лечения нюхает цветы и умирает от пролежней?» «Речь о приличиях». «Приличие, дорогой мой, это когда у больного после перелома обе ноги остаются при нем. Остальное — художественное оформление». Он ушел, не победив. Кузница тем временем стала моим вторым отделением. Я приходила туда как к коллегам, потому что, по сути, мы и правда делали одно и то же. Возвращали форму тому, что судьба, неосторожность или дурной характер попытались согнуть. Однажды вечером Мартен протянул мне небольшую тонкую полоску отлично обработанной стали. «Смотри», — сказал он, — «если такой конец чуть загнуть, можно крепить лучше». «Мартен, ты гений!» «Нет, я просто внимательно слушаю женщину, которая орет так, будто сам Господь открыл у нее приемный день». «Это лучший комплимент за неделю». Он поставил на стол кружку и вдруг сказал: «Ты понимаешь, что меняешь тут больше, чем кости?» «Понимаю. И, честно говоря, иногда это раздражает. Я хотела бы просто лечить. Но каждый раз выясняется, что сначала нужно построить склад, вымыть пол, обучить людей и поругаться с идиотом в бархате». «Ну, наверное, так и надо». «Да, наверное». Я посмотрела на развешанные заготовки костылей, на ровные металлические детали, на огонь горна и вдруг почувствовала странную, почти забытую радость. Радость от того, что работа не уходит в песок, что ты не просто латаешь дыры в бесконечном потоке несчастий, а меняешь саму систему, из-за которой эти несчастья становятся смертельными. «Знаешь, Мартен, — сказала я,
В другой жизни я бы сделала из тебя старшего техника отделения. А это почетно. Это значит, что без тебя все развалится. Тогда беру. Так у меня появился союзник. А когда у травматолога появляется кузнец, который понимает анатомию лучше половины лекарей, берегитесь, начинается прогресс. Если в обычный день у тебя в отделении появляются родственники пациента в количестве больше 5, жди скандала. Если родственники вооружены, и один из них король, жди не просто скандала, а политического осложнения с летальным уклоном. Принца привезли ближе к полудню. Вернее, внесли. Окруженного такой толпой гвардейцев, придворных, слуг и духовных лиц, будто он не упал с лошади, а лично решил умереть на государственном уровне. Мальчишке было лет 20. Красивый, бледный, злой от боли и унижения. Правое плечо опущено, рука прижата к телу. Дыхание поверхностное. Я посмотрела и почти сразу поняла. Ключица. Скорее всего, со смещением. «Все лишние вон», — сказала я. «Это наследник престола», — возмутился кто-то в мехах. «Тем более вон, если хотите, чтобы он остался наследником. Даже по функциональности конечности». Король оказался мужчиной грузным, седым и здравым. «Оставить только 2. Делайте, что нужно, лекарка». Вот за это я его и зауважала. Принц стиснул зубы. «Я не нуждаюсь». «Нуждаетесь», — сказала я. «И сейчас особенно не нуждаетесь в разговорах». Осмотр подтвердил смещение. В нормальных условиях я бы многое отдала за рентген, обезболивание и помощников. Но в моем распоряжении были только руки, опыт и способность орать убедительно. «Придется вправлять», — сказала я. «Сейчас?» Принц уставился на меня. «Нет, давайте подождем, пока оно само передумает и встанет на место из чувства вины». Он посмотрел на меня с такой смесью ненависти и надежды, что мне даже стало его немного жаль. «Дышите», — велела я, — «и слушайте. Сейчас будет больно, потом станет легче. А если начнете дергаться, будет дольше и больнее. Выбирайте». «Вы всегда разговариваете как сержант». «Нет, иногда как главврач». Я поставила его как нужно, зафиксировала корпус, взяла за руку и приготовилась. И тут один из гвардейцев, видимо, решил, что женщина с жестким лицом и уверенными руками – это очень подозрительно. Он выхватил меч, за ним второй. «Назад!» – рявкнула я так, что даже король вздрогнул. «Еще шаг, и я вправлю вам челюсть в затылок». Никто не двинулся. Я резко потянула, направила плечо, вывела положение. Принц вскрикнул. Один из гвардейцев побелел и уже, кажется, видел мою казнь. Потом принц моргнул, вдохнул, пошевелил пальцами. «Боль почти ушла», — сказал он потрясенно. «Потому что кость предпочитает порядок», — сухо ответила я. «А теперь повязка, покой и никаких лошадей в ближайшее время». Король шагнул ближе. «Вы только что сделали то, чего не мог никто из моих лекарей». Я не удержалась. «Ваши лекари слишком заняты тем, чтобы выглядеть мудро. Это мешает работать руками». Принц смотрел на меня уже не зло, а так, как смотрят люди, внезапно обнаружившие, что дисциплина иногда полезнее гордости. «Как вас зовут?» – спросил он. «Ольга Васильевна». «Вы говорите со мной так, будто я не принц». «Потому что у вывиха бедра, перелома ребра и смещения ключицы нет уважения к социальному устройству». Король расхохотался. Вот именно, громко, от души, с хлопком по колену. Придворные за его спиной перепугались так, будто смех монарха был редким и опасным природным явлением. «Мне нравится эта женщина. С этого дня она служит короне». «Простите», — сказала я.
Вы будете главным лекарем по костям и ранам во всем королевстве. Это звучит громко и подозрительно малооплачиваемо. Король снова расхохотался. Вам дадут место, людей, запасы и власть приказывать всем, кто нужен для лечения. Я подумала секунды 3. Тогда согласна. Придворные ахнули. Принц тихо спросил. Вы всегда торгуетесь с королями? Я со всеми торгуюсь, когда дело касается условий труда. Король наклонил голову. Чего вы еще хотите? О, вот это был правильный вопрос. Чистой воды, без ограничений, ткани, мыла, уксуса, железа. Место под постоянный госпиталь. И право выгнать любого, кто мешает лечению. Хоть монаха, хоть барона, хоть вашего двоюродного брата. Король задумался. Вы дерзкие. Я эффективна. Согласен. Вот так, не особо планируя, я стала главным травматологом королевства. Смешно, если вдуматься. Человек живет, пашет в приемном покое, а потом в какой-то момент вместо пьяного с переломом носа получает принца, короля и повышение. Когда они ушли, оруженосцы окружили меня с выражением лица. Мы только что присутствовали при чуде. «Госпожа!» — выдохнул Рыжий. «Вы не боитесь?» «Чего?» «Ну, короля, принца». «Боюсь, конечно. Но больше всего я боюсь запущенного остеомиелита, дураков с самоуверенностью и тех, кто лезет лечить священной пылью». Они засмеялись. А я посмотрела на вход в шатер и поняла, что теперь дороги назад нет совсем. Если уж король выдал мне полномочия, я из этого королевства сделаю хотя бы одно нормальное травматологическое отделение. Даже если мне придется переорать для этого весь двор. Турнир закончился, фанфары стихли, знать разъехалась. А ко мне приехала настоящая работа. Я всегда говорила, праздник для публики заканчивается там, где начинается дежурство для врачей. Пока толпа вспоминает красивые удары, у тебя в палатах лежат последствия аплодисментов. И самые коварные из них не переломы, а головы. Перелом хотя бы честен. Он опухает, болит, торчит не туда. А сотрясение мозга– существо подлое. Снаружи человек вроде целый, а внутри у него туман, тошнота и мыслительный процесс, как каша без соли. На утро после турнира у меня в длинной каменной галерее, которую я приспособила под палату, лежало 30 рыцарей с травами головы. Один не помнил имени, второй помнил только имя своей лошади, а третий утверждал, что он вообще не рыцарь, а архиепископ. «Как вас зовут?» – спросила я у первого. «Не знаю, госпожа, но что-то на «Р». «Прекрасно. Будете временно рыцарь на «Р». У второго спросила, где ваш замок? Он серый, ответил он уверенно. Я велела всех с подобными симптомами держать в тишине, полумраке и полном отлучении от вина. «Ну это же всего кубок!» – простонал один. «А у вас всего лишь мозг. И то, судя по вчерашнему, не вполне в рабочем состоянии. Лежим». Чтобы соблюсти покой, пришлось убрать из палаты оруженосцев, певчей, 2 истеричных невест и одного трубадура, который решил, что раненым отлично поднимать мораль балладой о доблести. «Вон», — сказала я. «Но песня исцеляет душу». «Душу возможно, черепную коробку нет». Вместо трубадура я велела приводить фрейлин с тихими голосами и нормальной дикцией. Читать вслух что-нибудь спокойное. Без трагедий и без битв. «Что именно читать?» – спросила одна юная дама. «Все, где никто не падает с коня и не клянется умереть за честь рода». Так в моем отделении появилась библиотерапия. Смотрелось это изумительно. Суровые мужчины с перебинтованными головами
лежат под покрывалами и слушают, как им негромко читают жития святых, старые хроники и сельскохозяйственные наставления. Последние действовали лучше всего. На третьем абзаце засыпали даже самые упорные. Однако главной проблемой был не сон. Главной проблемой было то, что каждый второй считал себя обязанным встать. «Я уже в порядке», — говорил рыцарь, который 10 минут назад пытался надеть сапог на руку. «Вы не в порядке. Вы только что называли сапог боевой перчаткой». «Это оговорка». «Это диагноз. Лежать дальше». Постепенно я ввела для таких больных режим: тишина, покой, вода, легкая еда и простые вопросы через равные промежутки времени. Меня забавляло, как благородные господа одинаково раздражаются, когда их каждые 2 часа спрашивают: «Как вас зовут? Какой сегодня день?» Один, наконец, не выдержал. «Госпожа Ольга, если вы еще раз спросите, где я сам забуду из принципа». «Отлично. Значит, память у вас уже включается. Продолжаем наблюдение». К вечеру третьего дня стало ясно, что методы работают. Самые тяжелые начали соображать, путаница уменьшилась, глаза у большинства перестали блуждать. В награду за прогресс я разрешила принести в палату шахматы. «Вы добрая женщина», — сказал один из рыцарей. «Нет, я просто знаю, что мужчину легче удержать в постели, если дать ему повод считать это стратегическим отдыхом». Он кивнул с уважением. В ту же неделю ко мне явился принц. Повязки, но на ногах. «Я пришел посмотреть, как вы устроили это». «Это называется отделение для пострадавших с тупой травмой головы». Он осмотрел лежащих рыцарей, фрейлин с книгами. «Странно», — сказал он, — «здесь тихо». «Потому что здесь лечат». Он задумался. «А турнир можно сделать безопаснее?» «Можно». «Как?» «Какой прекрасный вопрос. Укоротить копья, усилить седла, ввести обязательные перерывы, осматривать участникам до выхода, не выпускать тех, у кого есть старые травмы. Дежурный лазарет рядом с ареной. Люди, умеющие снимать доспех быстро. Запас шин, вода, повязки. И главное, поменьше идиотов, считающих, что сотрясение мозга закаляет характер». Принц неожиданно улыбнулся. «Я передам отцу». «Передайте еще, что если он опять устроит праздник на тему «Кто красивее упадет с лошади», то я выставлю счет». «В каком смысле?» «В материальном и моральном». Он рассмеялся. Хорошо так, по-человечески. Не как принц. А я посмотрела на него и подумала, что, возможно, из этого мальчишки выйдет толк, если, конечно, он еще пару раз не встретится головой с землей. Благодарные пациенты – бедствие особого рода. Неблагодарные хотя бы просто ноют и исчезают, а благодарные начинают дарить. Сначала это были пироги. Я их еще терпела, потому что персонал есть все, что не пыталась сбежать само. Потом пошли ковры, вино, фазаны, серебряные кубки и какой-то ларец с янтарными пуговицами. «Лучше бы пожертвовали бинтов», — подумала я. Самым эффектным подарком стал конь. Огромный, вороной, с глазами умнее, чем у половины придворных. Его прислал герцог, которого я буквально по частям возвращала к ходьбе после бездарной охоты на кабана. Я посмотрела на коня, на посыльного и на двор госпиталя. «Великолепно», — сказала я, — «привяжите его к навесу». «Для прогулок?» — уточнил посыльный. «Для перевозки гипса». «Простите?» «Он будет возить мешки с гипсом, ткань, дерево, котлы. И если понадобится, особо ленивых дворян». Так у меня появился первый транспортный отдел. Конь оказался спокойным и трудолюбивым.
Звали его совершенно по-идиотски — «Буревестник славы западных холмов». Я сократила до Бура, он не возражал. На нем стали возить все нужное между кузницей, складом и госпитальным двором. Параллельно я занялась главным — материально-технической базой. Без этого медицина всегда остается героическим самопожертвованием на фоне разрухи. А я не люблю героизм там, где можно сделать нормальную организацию. Я выбила у короля отдельный амбар под склад. Разделила его на зоны. Перевязочный материал, дерево, металл, инструменты. Ввела учет, назначила ответственного. «Зачем столько строгости?» – спросил писарь. «Потому что если я однажды полезу ночью за шиной, а там вместо нее чей-то дядя спрятал бочонок сидра, я начну убивать раньше рассвета». Мы стали выдавать материалы по записи. Я также ввела то, что местные поначалу считали чистым безумием — расписание. Утром обход тяжелых, потом перевязки, потом кузница и изготовление средств опоры, потом прием новых, потом обучение персонала, потом вечерний обход. «Вы живете как в монастыре», — заметил принц. «Нет, монастырь живет как люди, у которых много свободного времени. А у меня производство». Слово «производство» прилипло ко мне неожиданно крепко. За спиной уже шептались. Госпожа лекарь опять пошла проверять производство. И я не возражала. Потому что, по сути, так и было. Мы не производили вещи. Мы производили шанс человеку снова встать на ноги. Если хочешь изменить мир, начни с бумажки. Это звучит скучно и не годится для баллад. Но именно бумажка, на которой черным по белому написано, кто, когда и по какой причине снова сделал себе хуже, действует на людей поразительно отрезвляюще. Сначала у нас был просто список пациентов. Потом я велела разделить его на графы: имя, титул, травма, дата поступления и кто нарушал режим. «Последнее обязательно?» – спросил писарь. «Обязательно». Так появился журнал дисциплины. Первым туда попал сэр Рено. Самовольно пытался сесть на лошадь при переломе. Вторым барон Эдгар. Требовал снять фиксирующую повязку для посещения пира. Третьим молодой граф Оливье. При лихорадке выпил 3 кубка вина и дважды упал с кровати, доказывая, что здоров. Я не думала, что это сработает так быстро. Но когда выяснилось, что на еженедельном отчете королю я зачитываю не только число выздоровевших, но и число идиотов, дисциплина редко улучшилась. «Вы докладываете это его величеству?» – спросил барон. «Разумеется». «Все?» «Все. В точных выражениях?» «Иногда я их смягчаю». «Как?» «Ну, вместо «вел себя как самоуверенный осел» пишу «нарушал предписанный покой». «Это бесчеловечно». «Нет, это учет». И скоро мой журнал стал оружием мощнее криков. Молодые дворяне, которые еще вчера пытались геройствовать, теперь спрашивали: «Госпожа Ольга, а это точно не будет записано?» «Будет, если повторите». «А если я только немного?» «Будет, с подробностями». Впрочем, учет дисциплины был не единственным новшеством. Я вела карточки хранения инвентаря, отметки стерилизации инструментов и даже простейшую систему цветных меток на перевязках: тяжелые, средние и легкие. Красная ленточка тем, кого не трогать без меня, синяя для тех, кто под наблюдением, и белая тем, кто просто ноет и хочет внимания. «Разве можно так говорить о знатных людях?» — шепнула прачка. «Можно. Особенно если у знатного человека царапина, а ведет себя он, как при отрубании руки». Однажды ко мне пришел сам король. Не с визитом, а по делу. Он сел за стол, взял в руки журнал, полистал. «Значит, вот так вы управляете этим хаосом?»
Да, вы записываете даже мелочи. Из мелочей состоит катастрофа. И кто у вас худший пациент месяца? Граф Оливье. 3 нарушения режима, отказ от перевязки, попытка дуэли на костылях и жалоба, что гипс не подходит к камзолу. Король захохотал так, что писарь выронил перо. А лучший? Старый сэр Бодуэн сделал все, как сказано, не ныл, помогал успокаивать соседей и ни разу не соврал о боли. Король закрыл журнал. В армии мне бы пригодилось нечто подобное. Начните с нормального учета ранений. Люди умирают не только от ран, но и от путаницы. Он посмотрел на меня внимательно. Вы ведь не просто врач. А кто? Вы организатор. И это просто побочный эффект от работы среди взрослых детей. После этой беседы король прислал мне 2 новых писарей, 1 кладовщика и официальную печать госпиталя. На ней был изображен щит и перекрещенные молоты. «Почему молоты?» – спросила я. «Потому что вы чините сломанное», – объяснил принц. Логика, надо признать, была. Чем больше я наводила порядок, тем яснее понимала простую вещь. Местная знать боится не боли. Боятся они короля, записи, памяти о собственных глупостях. Именно поэтому журнал дисциплины работал лучше угроз. Потому что крик можно пережить, а строчку в отчете королю не всегда. Однажды ко мне привели молодого виконта с распухшей кистью. Я уже лечила его неделю назад, велела носить фиксирующую повязку. Он снял ее ради танца. Я открыла журнал. Имя? Виконт Люсьен де Рив. Травма? Вывих кисти. Причина повторного обращения. Он покраснел. Танцевал. Писарь занес это в строку. Виконт едва не умер от стыда раньше, чем от боли. «Хорошо», — сказала я, — «и еще раз вправим. И следующая запись будет, если снова полезет на бал, привязать к креслу». «Вы этого не сделаете». «Проверим?» Не пришлось. Он стал образцовым пациентом. Вот так, шаг за шагом, я поняла, что медицина – это не только кости, кровь и швы. Это еще и управление поведением. А управлять поведением взрослых, упрямых мужчин иногда труднее, чем собрать таз после падения с коня. Но, к счастью, у меня был опыт приемного покоя. И после него аристократия не казалась чем-то принципиально новым. Просто одежда дороже. Когда что-то начинает работать лучше, чем работало веками, всегда находится человек, которому это кажется ересью. В моем случае таким человеком оказался церковный судья, брат Августин. Он прибыл в госпиталь в сопровождении 2 священников, 4 служек и выражением абсолютной убежденности в собственной правоте. «Ольга Васильевна», — произнес он, даже не поздоровавшись, — «на вас поступили жалобы». «От кого?» «От благочестивых людей, встревоженных тем, что вы заключаете человеческие члены в камень, запрещаете паломническую пыль и действуете без должного смирения перед промыслом». Сказала я, — «то есть от идиотов?» Священники ахнули. Брат Августин поджал губы. «Вы предстанете перед церковным разбирательством». «После обхода». «Немедленно». «Нет, у меня перевязка у 2. 1 после вправления и еще 3 с температурой. Если Господь создал сутки, значит, и для вашей глупости в них найдется окно попозже». Он побагровел, но, видимо, королевская грамота, выданная мне после истории с принцем, все же немного защищала меня от мгновенного сожжения. Но, судя по лицу брата Августина, он был не прочь исправить это досадное упущение при первой возможности.
«Разбирательство состоится сегодня, после полуденной молитвы», — сообщил он. «Прекрасно», — сказала я. «Постараюсь успеть между перевязкой и спасением очередного болвана, упавшего с лошади вниз головой». Он явно ожидал большего благоговения, не дождался. Развернулся так резко, что полы рясы взвились, и отбыл в сопровождении своих свидетелей скорби. Рыжий оруженосец, стоявший рядом, тихо спросил: «Госпожа, а вас правда могут осудить?» «Могут. Люди вообще очень любят осуждать тех, которых не понимают, особенно если это работает лучше их привычек». «И что вы будете делать?» «То же, что всегда. Работать, а потом говорить громко и по существу». К полудню у меня было ощущение, будто я иду не на церковный суд, а на планерку к особенно тупому начальству. Большой зал оказался прохладным и нарочито торжественным. Вдоль стен священники, в центре стол, за ним брат Августин и еще трое благообразных старцев с выражением лица «Нас тревожит прогресс». Поодаль толпились дворяне, придворные и несколько моих пациентов, пришедших, видимо, посмотреть, не будут ли сейчас публично разбирать на части и меня тоже. Я встала перед судом, сложила руки на груди и стала ждать. «Ольга Васильевна», — начал Августин, — «вас обвиняют в том, что вы присваиваете себе власть над телом, подобающую лишь Создателю». «Неправда», — сказала я. «Я всего лишь чиню последствия того, как люди бездумно распоряжаются телом, которое им выдали». По залу прошел смешок. Августин побелел. «Вас обвиняют в том, что вы отвергаете священные средства исцеления». «Неправда. Я отвергаю грязь в ране, пьянство при температуре и идиотов у койки пациента». «Вы изготавливаете каменные оболочки и заключаете в них конечности, как языческие идолы». «Это гипсовые повязки. Благодаря им люди потом ходят ровно. Они ковыляют до смерти под ваши проповеди о смирении». Один из старцев нахмурился. «Говорят, вы запрещаете священникам посещать больных». «Нет, я запрещаю превращать палату в рынок, где 10 человек дышат в открытую рану, и каждый норовит что-нибудь туда приложить». «Но страдальцу нужна духовная поддержка». «А еще ему нужна чистая простыня, вода и чтобы никто не тряс ему кровать. Если духовная поддержка идет молча и с вымытыми руками, я не возражаю». Тут уже усмехнулись даже несколько дворян. Августин понял, что словесно задавить меня не выйдет, и пошел по пути демонстративного пафоса. «Человек должен принимать страдания смиренно», — провозгласил Августин. «Не всякая боль дана для того, чтобы ее устранять». «Вот и прекрасно», — сказала я. «Предлагаю начать с вас. Я сейчас попрошу кого-нибудь слегка ударить вас молотком по запястью, а мы посмотрим, как вы примете страдания без медицинского вмешательства». Зал ахнул. Принц, стоявший у колонны, закашлялся, скрывая смех. Король, который, как выяснилось, тоже пришел, опустил голову, но плечи у него подрагивали. Августин вскочил. «Вы насмехаетесь над судом». «Нет, я ставлю клинический эксперимент на тему личной убежденности». Он шагнул ко мне, видимо, собираясь обрушить на меня весь запас церковного авторитета. И тут произошло то, что я потом честно назвала вмешательством законов физики в богословский спор. Пол в зале был из гладких каменных плит, натертых так, будто здесь каждый день устраивали соревнования по скольжению. Августин, возмущенно размахивая руками, зацепился за край своей рясы, ступил мимо, поехал вперед и с весьма назидательным грохотом рухнул на бок, выставив руку. Хруст услышали все.
Тишина в зале стала такая, что я мысленно даже похвалила акустику. Августин лежал бледный, с выпученными глазами и рукой под совершенно неправильным углом. Я первая подошла к нему. «Не двигаться», — сказала я, — «все назад». Он попытался что-то сказать, но из него вышло только сдавленное «Поздравляю», — ответила я. «У нас практическая часть разбирательства». Священники заметались. Один закричал, что надо позвать лекаря. Несколько голосов тут же напомнили ему, что лекарь уже здесь. Я опустилась рядом на колени, быстро осмотрела руку, кисть, локоть. «Перелом лучевой, возможно, с подвывихом», — пробормотала я. «Больно?» «Очень», — выдавил он. «Страдания принимаете смиренно? Или уже можно помочь?» По залу пронесся нервный смешок. Король отвернулся окончательно и уже не скрывал, что смеется. «Помогите!» – простонал Августин. «Вот видите», – сказала я, – «чудесная вещь проверка теории практикой». Я велела принести ткань, воду и алебастровую смесь. Здесь, в зале суда, при всех, я вправила ему вывих, наложила мягкую подкладку и поверх крепкую фиксирующую повязку. Августин бледнел, потел, но не орал. За это я зауважала его чуть больше. Когда повязка застыла, я осмотрела свою работу. Носить не меньше месяца, не мочить, не пытаться снять. Потом взяла угольный карандаш и написала на белой повязке: «Пациент предупрежден, нарушать режим запрещено». «А теперь, — сказала я, — раз уж судебное заседание временно превратилось в травмпункт, предлагаю всем присутствующим расписаться на гипсе в память о дне, когда медицина снова победила риторику». Принц засмеялся первым, за ним барон Эдгар, сэр Рено, половина рыцарей и даже один из старших священников, у которого, как выяснилось, чувство юмора было живее догматики. Король подошел, взял карандаш и написал на повязке: «Выздоравливать по королевскому повелению». После этого сопротивляться стало как-то неловко. Августин лежал, глядя в потолок так, будто пытался договориться с высшими силами о переносе сегодняшнего дня. Наконец, один из старцев кашлянул и произнес: «Полагаю, в свете случившегося дело следует считать исчерпанным». «Полностью согласна», — ответила я. «Следующий?» На выходе из зала меня догнал принц. «Вы невыносимы», — сказал он почти восхищенно. «А вы очень наблюдательны». «Вы только что закрыли церковное дело, загипсовав судью». «Нет, судью загипсовали его собственная самоуверенность. Я только минимизировала ущерб». «Вас невозможно победить». «Меня очень даже можно победить. Достаточно не падать, не ломаться и не мешать работать. Но почему-то никто не выбирает легкий путь». И, честно говоря, в тот момент я поняла: после такого меня отсюда уже не выкурит никто. У каждого двора есть свой любимец. Человек, про которого министрели слагают песни, дамы вздыхают, а юные оруженосцы пытаются копировать походку. У нас таким был сэр Готье де Лан. Высокий, темноволосый, с лицом, которое природа явно делала для гербов и витражей. Воевал хорошо, на турнирах выступал еще лучше. Словом, идеальный материал для женских фантазий и народных баллад. А еще образцовый идиот с точки зрения травматолога. Потому что месяц назад он получил трещину в ребре и сильный ушиб грудной клетки. После чего честно пролежал аж 4 дня, а потом начал уверять всех, что здоров как бык и готов к финальному судебному поединку за честь какого-то дальнего кузена, чью родословную я не собиралась изучать. Я осматривала его в своем кабинете. «Вдохните», — сказала я. Он вдохнул.
На середине вдоха едва заметно дернулся. «Глубже?» «Достаточно», — сказал он. «Для поединка нет». И я осторожно надавила на нужный участок. Он побледнел. «Болит?» «Нет». И я нажала сильнее. «А сейчас?» Он молчал. «Сэр Готье, я 30 лет наблюдаю мужчин, которые считают отрицание боли разновидностью героизма. Это скучный жанр. Отвечайте». «Да», — сквозь зубы сказал он. «Вот и чудесно. Значит, на поединок вы не идете?» «Иду». «Нет». «Это дело чести». «А для меня дело анатомии. Ребро не срослось. Получите удар, будет смещение. Возможно, поражение легкого. Потом будете не поединок вспоминать, а каждый вдох». «Я обязан». «Вы обязаны жить достаточно долго, чтобы успеть пожалеть о собственных решениях». «Король рассчитывает на меня». «Король рассчитывает на того, кто не ляжет у меня на столб с пробитой грудью». «Я вас уважаю, госпожа Ольга, но на этот раз не послушаюсь». «Сядьте». Он не сел. «Сэр Готье». «Нет». «Хорошо». Я вышла в коридор и позвала рыжего, моргающего и еще двоих санитаров, которые за это время выросли в рослых, очень исполнительных парней. «Закрыть сэра Готье в палате номер 3», — сказала я. «Окна высоко, дверь крепкая, кормить, поить, не выпускать. И если будет рваться, зовите меня». «Вы шутите?» — изумился рыцарь. «Нет». «Вы не имеете права». «Имею. Медицинское, временное и моральное». Он посмотрел на 4 парней, готовых выполнить приказ, потом на меня, и вдруг произошло то, чего я никак не ожидала. Этот знаменитый герой, предмет вздохов и баллад, сел обратно на стул, закрыл лицо руками и зарыдал. Не пафосно, не красиво, по-человечески, от злости, бессилия и боли, и, наверное, от того, что впервые в жизни его доблесть столкнулась с чем-то, что не возьмешь мечом. Рыжий растерялся так, будто перед ним внезапно расплакалась башня замка. Я махнула всем прочь, они бесшумно исчезли. Минуту я молчала, потом налила воды и поставила перед сэром Готье. «Пейте». Он выпил, не поднимая глаз. «Ненавижу это», — сказал он. «Что именно?» «Быть слабым». «Вы не слабый. Вы травмированный. Это разные вещи». «Для рыцаря не очень». «Но для живого человека очень даже». «Если я не выйду, скажут, что я испугался». «Скажут. Люди вообще постоянно что-то говорят». «Вы не понимаете». «Наоборот, я прекрасно понимаю. Я просто не считаю общественное мнение уважительной причиной для пробитого легкого». Он молчал. «Послушайте, сэр Готье», — сказала я, — «вы хотите победить в одном поединке, а я хочу, чтобы вы дожили до старости. Моя задача длиннее вашей». «Если я откажусь, мой противник получит преимущество». «А если вы выйдете, ваш противник получит удовольствие». «И что вы предлагаете?» «Очень неприятную для всех, кроме меня, вещь. Перенос поединка по медицинским показаниям». «Это невозможно». «Сейчас узнаем». Я встала, взяла журнал, сумку и пошла к королю. Король принимал в малом зале вместе с советниками. Когда меня впустили без очереди, они уже это знали. Это либо срочно, либо кто-то опять оторвал себе полезную часть организма. «Что случилось?» – спросил король. «Случится, если не вмешаться. Сэр Готье не может участвовать в финальном поединке». Советники загудели. Один сразу начал что-то бормотать про честь двора, другой про дипломатические последствия. Я дождалась паузы и сказала: «Либо вы переносите поединок, либо к завтрашнему вечеру я получаю рыцаря с осложнением травмы грудной клетки,
а вы скандал уже медицинского характера. Выбирайте, что вам приятнее. «Но он сам согласен!» — воскликнул советник. Пациенты бывают согласны на удивительное количество глупостей. Именно для этого существуют врачи. Король потер бороду. Насколько все серьезно? Настолько, что я пришла сюда вместо обеда. «Если перенести, — сказал король, — двор будет в бешенстве. Зато сэр Готье останется с полным комплектом легких и ребер». Принц, сидевший рядом, неожиданно вмешался. «Отец, она права. Если он рухнет в поединке, будет еще хуже, все увидят». Король вздохнул так, как вздыхают люди, которым приходится делать разумное решение вопреки красивой традиции. «Хорошо, перенести на 3 недели. Официальная причина — распоряжение короны по заключению главного травматолога». Когда я вернулась, сэр Готье стоял у окна моей кладовки кабинета и смотрел во двор. «Ну?» — спросил он. «Вас официально лишили возможности совершить красивую глупость. Поздравляю». «Вы правда сделали это?» «Да». «Ради меня?» «Ради ваших ребер. Не переоценивайте собственное обаяние». Он вдруг улыбнулся. Небольшой, но настоящей улыбкой. Такой, после которой становится понятно, почему по нему сохнет пол королевства. «А если я скажу вам спасибо, это будет записано в журнал как нарушение режима?» «Нет. Но если вы попробуете сесть на коня раньше срока, будет записано крупно». Он подошел ближе. «Никто еще не запирал меня в палате из заботы». «Привыкайте. Медицина вообще очень навязчива, когда хочет сохранить вам жизнь». Через 3 недели он вышел на поединок. Здоровый, злой, собранный. Победил быстро и без лишнего театра. Потом пришел ко мне, положил на стол сломанный наконечник копья и сказал: «Это вам, на память». «Спасибо. Положу рядом с журналом дисциплины». Как напоминание, что даже самый красивый рыцарь всего лишь плохо защищенный набор костей. «Вы умеете убивать романтику». «Нет, я умею отделять ее от перелома ребра. И, по-моему, это куда полезнее». Следующая идея родилась из чистой злости. У меня накопилось несколько пациентов, которые не могли нормально ходить. 1 граф после перелома шейки бедра, 2 рыцаря после тяжелых травм ног и баронесса после неудачного падения с лестницы. Всех их носили на руках, таскали на стульях, на носилках или вообще оставляли в постели, потому что так надежнее. Я смотрела на это и видела один сплошной организационный позор. «Нужна коляска», — сказала я Мартену. «Какая?» «На колесах, устойчивая, чтобы человек мог сидеть с опорой для спины, а 2 могли толкать, а еще лучше 1». «То есть кресло, которое едет?» «Да». «Стало быть, ты хочешь дать ленивым благородным господам новый способ командовать слугами?» «Я хочу дать тяжелым больным способ не сгнить в постели». Мартен думал 3 секунды. «Ладно, это даже интересно». Мы собрали первый образец из дерева, железных обручей, кожаных ремней и пары очень решительных подмастерьев. Вышло, конечно, не изящно, но устойчиво. Я велела обить сиденье мягкой кожей. Но как только на коже появился первый тисненный узор, началась катастрофа. Старый граф, увидев коляску, заявил: «А можно герб на спинке?» «Можно», — неосторожно сказал Мартен. Через 2 дня герб захотели все. Я стояла во дворе, когда 2 знатных идиотов спорили, кому первому полагается ехать в кресле с золотой тесьмой. «Если вы не заткнетесь, — сказала я,
Поедете на обычной скамье». Они заткнулись. Но мода уже пошла. Первым официальным пользователем коляски стал старый граф Арно. Его аккуратно повезли по галерее. Через минуту он вдруг выпрямился, огляделся и сказал: «Так я же могу сам смотреть в окно». «Представьте себе», — ответила я. Еще через день граф потребовал, чтобы его вывозили к обеду не в палату, а во внутренний двор для смены впечатлений. Потом к фонтану. Потом просто посмотреть, как молодежь тренируется. И я поняла важную вещь. Возможность сидеть и перемещаться возвращает человеку не только удобство, но и достоинство. Пока тебя таскают, ты груз, а пока ты сидишь в кресле, ты снова человек. Через месяц у меня в хозяйстве было уже 6 кресел. 2 обычных, 2 усиленных, одно узкое для худых пациентов и одно парадное с тесненной спинкой. Интереснее всего было наблюдать, как вещь, придуманная для тяжелых больных, внезапно стала символом комфорта. Старые аристократы, еще вчера презрительно хмыкавшие на мои выдумки, теперь устраивали тонкие интриги, чтобы им разрешили немного посидеть в этом удобном кресле, пока ноги устали. Однажды ко мне привели молодую даму, у которой после болезни оставалась сильная слабость в ногах. Ее родственники стеснялись просить кресло, мол, не по статусу. Я сама велела подать коляску. Она села, осторожно коснулась подлокотников и спросила: «Значит, я сама смогу выезжать из комнаты?» «Да. И меня не будут носить, как мешок с мукой?» «Не будут». Она заплакала. Тихо, от облегчения. И вот тогда я поняла, что все не зря. Потому что одно дело изобрести очередную полезную штуку для богатых дураков, и совсем другое — дать человеку обратно возможность самому ощущать себя не больной тушкой на содержание родственников, а личностью. А через неделю меня вызвали к королю. Он принял меня в галерее без лишней пышности. Рядом был принц и несколько советников. «Ольга Васильевна», — начал король, — «вы сделали для этого двора больше, чем многие, носящие мечи и титулы». «Это потому, что я умею считать бинты и не падать в обморок при виде крови? Помимо этого, вы спасли моего сына, выстроили госпиталь, сократили смертность после турниров, наладили производство вспомогательных средств. И я хочу наградить вас по достоинству. Предлагаю вам дворянский титул, доходное поместье и замок в южной части королевства». Советники одобрительно зашевелились. Принц смотрел с интересом. Синишаль с осторожной надеждой, будто если мне дать замок подальше, я, может быть, уеду и перестану реформировать все подряд. Я спросила: «В замке есть отопление?» «Что?» — не понял король. «Отопление, чтобы зимой не лечить воспаление легких в ледяных коридорах». «Нет, полагаю». «Стерилизационная комната?» «Нет». «Канализация?» «Отдельные палаты для тяжелых?» «Кухня для диетических больниц?» «Кузница рядом?» «И подъем без крутых лестниц для носилок?» К концу списка лицо короля стало задумчивым. «Нет, но ведь это замок». «Вот именно! Мне не нужен замок. Мне нужен корпус». «Простите?» — переспросил один советник. «Если хотите меня действительно наградить, отдайте мне ту старую крепость у северной стены, что пустует после пожара. Ее можно перестроить». «Эту развалину?» «У нее толстые стены, широкий двор, подвод воды близко, удобный подъезд для повозок и место под несколько корпусов. Я уже смотрела». Принц усмехнулся. «Ну, разумеется, вы уже смотрели». «Я вообще предпочитаю осматривать объект до согласия. Полезная привычка». Король медленно поднялся.
И что именно вы хотите там построить? И вот тут я была готова. Постоянный травматологический центр, отдельные палаты для тяжелых и легких, перевязочные, склад, учебная палата для помощников, баня, но организованная, и обязательно нормальный внутренний двор, без грязи по колено. Советники смотрели на меня, как на человека, который пришел не за наградой, а за государственным переворотом в области хозяйства. «Это будет стоить очень дорого», — осторожно заметил один. «Смертность дороже», — ответила я. «Калека-рыцарь дороже, потерянный воин дороже. А еще дороже каждый раз строить помощь с нуля после каждой массовой глупости». Король долго молчал. «Вы отказываетесь от личного титула?» «Ну, если вам очень хочется, можете потом повесить табличку на воротах. Но сейчас мне нужны каменщики, лес, железо, люди и ваше слово, что никто не отберет объект под очередной праздничный пир». Принц расхохотался. «Она торгуется с королем за крепость под больницу». «Не под больницу, под центр. Больница – это когда страдают, центр – когда работают». «Хорошо», — сказал король. «Крепость ваша. Людей дам, средства дам. Но вы должны пообещать, что доведете дело до конца». «Конечно, доведу. Я же уже начала». И тут произошло неожиданное. Сенешаль, тот самый вечный сторож приличий, тихо прокашлялся и произнес: «Если позволите, я могу заняться снабжением и счетами, чтобы процесс шел быстрее». Я посмотрела на него подозрительно. «С чего вдруг такое рвение?» «Мой племянник. Вы вылечили ему ногу после падения с башни. С тех пор он ходит и больше на башни не лезет». «Хорошо», — сказала я, — «займитесь снабжением. Но предупреждаю сразу, воровать, затягивать и путать ведомости я не дам». «Именно поэтому я и предлагаю помощь». В тот же день я поехала смотреть свою будущую крепость. Со мной были Мартен, принц, Сенешаль и двое каменщиков, которых я сходу начала мучить вопросами о перекрытиях, стоках, печах и грузоподъемности. Старая крепость стояла суровая, обгоревшая по одному крылу, но крепкая. Широкий двор, удобный подъезд. Я ходила по ней, прикидывая, здесь палаты, здесь перевязочная. «Вы смотрите на руины, как влюбленная женщина», — заметил принц. «Неправда. Влюбленная женщина не измеряет ширину проходов для носилок». «А откуда вы знаете?» Мартен шел рядом, постукивая по стенам, и кивал. «Можно сделать. Тяжело, долго, грязно, но можно». «Значит, сделаем». Стройка длилась дольше, чем хотелось, и быстрее, чем я боялась. Я жила между старым госпиталем и новой крепостью, как прораб с медицинским уклоном. Утром обход, потом на объект. Проверить, куда вывели сток, не слишком ли крута лестница. Кто решил, что палата на 8 коек может быть шириной в 3 шага? Почему в перевязочной окно на север, а к вечеру обратно к больным? Я знала, что половина двора считает меня сумасшедшей, вторая половина гением, а сама я считала себя человеком, который слишком хорошо помнит, как выглядит смерть от инфекции, чтобы доверить планировку помещений чьему-то чувству прекрасного. Отдельной битвой стала баня. Местные были уверены, что если помещение моечное, то там надо устроить обычную душную парилку, где все вместе орут, потеют и получают удовольствие неизвестной мне природы. Я же хотела рабочее место для гигиены тяжелых больных. Я сказала, здесь будут лавки, столы, слив, нагрев и место, где не скользко. «Но это не похоже на баню», — обижались строители. «Тем лучше. Мне нужна не баня в чистом виде.
Мне нужна чистота, без перелома шейки бедра на мокром полу. Параллельно я набирала и учила людей. Оруженосцы, прачки, вдовы, 2 бывших цирюльника, 1 монастырский послушник. Всех, у кого были глаза, ноги и минимальная способность не спорить с очевидным, я тащила в свою систему. Мы учились перевязкам, мытью рук, переноске больных, наблюдению за температурой, записям, сортировкам, приготовлению раствором, обращению с костылями и, что не менее важно, молчанию в палате после отбоя. «Помните, — говорила я, — хороший помощник — это тот, кто не только делает быстро, но и понимает, почему делает именно так». Рыжий со временем стал старшим санитаром. Моргающий заведовал складом. Писарь вырос в полноценного администратора. Мартен перебрался на постоянную работу в новый ремесленный двор и ходил с таким видом, будто ему лично вручили королевство из железа. Открытие центра назначили на прохладный день в начале осени. К этому времени старую крепость было не узнать. Каменные стены очистили и укрепили. Во дворе лежал ровный настил. Внутри палаты с широкими проходами, комнаты для тяжелых, моечная, кипятильня, кухня и даже маленький внутренний садик, куда можно было вывозить больных на воздух. Не идеал, конечно, но по местным меркам почти вызывающе разумно. Когда король прибыл на открытие, за ним тянулась обычная процессия придворных, священников и любопытных. Король осмотрел здание, прошелся по палатам, потрогал поручни у стен, удивился ширине дверей. И, дойдя до стерилизационной, долго смотрел на ряды котлов и разложенные инструменты. И все это ради того, чтобы люди после травм меньше умирали и быстрее вставали? Да, ответила я. Так просто? Ничего простого, но да. Принц стоял рядом и улыбался, как мальчишка. Отец, она же говорила, что ей нужен не замок, а корпус. Король кивнул. И оказалась права. Разумеется, торжественную речь от меня потребовали. Я их ненавижу, но деваться было некуда. Я вышла на крыльцо, оглядела двор и сказала. Когда я впервые увидела ваш турнир, мне показалось, что вы все коллективное восстание против техники безопасности. С тех пор многое изменилось. Теперь, если кто-нибудь падает с лошади, ему не сыплют в рану пыль. Если ломает ногу, ему не дают героически дохромать до могилы. Это не чудо, это порядок, учет, работа руками и головой. И если здесь есть чем гордиться, то не мне одной, а всеми, кто согласился учиться, мыть руки, ковать правильное железо, слушать указания и иногда сидеть смирно, когда велено. Этот центр не сделает мир безопасным, потому что люди по-прежнему будут падать, лезть куда не надо, драться и считать себя бессмертными. Но теперь у них есть место, где их не только соберут обратно, но и, возможно, научат в следующий раз ломаться чуть разумнее. Все засмеялись. Король поднял руку. С этого дня крепость именуется Королевским травматологическим центром Святой Девы и находится под покровительством короны. Я тихо сказала принцу. Название длинное и бесполезное. Зато официальное. Я в журнале сокращу. Первые же недели показали, что центр работает именно так, как я хотела. Поток больных распределялся лучше, тяжелые лежали отдельно, инструменты не пропадали, помощники действовали слаженно. При дворе появились даже попытки говорить о моих мерах предосторожности перед турнирами. Это, пожалуй, было самым большим чудом из всех. Я иногда выходила утром на крыльцо, когда в коридорах еще тихо,
Стояла, смотрела на двор, на стены, на людей, которые идут уже не в хаос, а в систему, и думала: ну вот, получилось. Ни одного вызова в 3 часа ночи, ни одного дурного трубача над головой. Покой. Разумеется, продлился он ровно 6 минут. Потом со стены раздалось потом топот, крики, и ко мне влетел новый мальчишка-оруженосец. «Госпожа Ольга, там один упал». «Откуда?» «С крепостной стены». «Зачем?» «Хотел показать даме, как умеет ходить по парапету». «Возраст?» 17. Диагноз предварительный. Острый недостаток воспитания, осложненный силой тяжести. Носилки, шину и воду. Быстро. Люди сорвались с мест. Кто за носилками, кто за тканью. Коридоры ожили так привычно, что я вдруг почувствовала странное спокойствие. Потому что да, опять упал. Да, опять придурок. Да, опять придется собирать. Но теперь у меня было где, и кем, и чем. Я остановилась на пороге приемной и посмотрела на пострадавшего. Сознание ясное, нога, кажется, не очень. Но жить будет. «Так, герой», — сказала я. «Даму впечатлил?» «Кажется, нет». «Ничего. Зато сейчас впечатлишь меня. Поехали». И, если честно, именно в этот момент я окончательно поняла. Я дома. И это не замок, не титул, не слава и не королевская милость. А место, где ты знаешь, что делать, когда кто-то снова полез не туда и сломал себя об камни. Я стояла посреди своего нового центра, где пахло чистотой, горячей водой и работой, и думала только одно. Мир действительно изменился. Но, к сожалению, не настолько, чтобы люди перестали падать. И, наверное, это к лучшему. Иначе чем бы я занималась? Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!